Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре поделюсь с вами процессом соединения пасхального яйца в бархате вот с такой деревянной подставкой. Пасхальное яйцо я уже обтянула белым мраморным бархатом. Диаметр яйца 10 сантиметров. Использовала вот такой шаблон в ширину 10,5 сантиметров, в длину 13,5 сантиметров. Посмотреть более подробно, как обтянуть пенопластовое яйцо бархатом, можно по ссылке вверху. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Для работы мне понадобится клей либо B7000, либо B6000. Также понадобится горячий клей для того, чтобы закрыть шов на яйце. Из инструментов понадобятся ножницы двух видов, стилус, пинцеты и кисточки. Закрывать некрасивый шов на яйце я буду декоративной лентой со стразами в золотом цвете в 3 ряда. Также тесьмой золотого цвета шириной 0,5 мм. Также мне понадобится краска цвета сусальное золото, золотого цвета поталь, стразы в разной форме и диаметра, клей ПВА. Краску поталь и клей ПВА я хочу использовать для декора вот такой лепнины. И затем этой лепниной я хочу задекорировать пасхальное яйцо вместе со стразами. А делала я эту лепнину вот в таких молдах из текстурной пасты Сонет. Все ссылки на материалы, которые буду сегодня использовать, оставлю в описании под видео. Сначала закрываю некрасивый шов с помощью горячего клея и тесьмы золотого цвета на пасхальном яйце. Шов полностью закрою только тесьмой, а декоративную ленту добавлю после соединения подставки с пасхальным яйцом. Заливаю горячий клей вовнутрь подставки, не доходя до краев, так как при присоединении яйца с подставкой клей может вылезть наружу. Подставку с яйцом фиксирую с помощью рук и удерживаю не меньше 3 минут. Далее с помощью горячего клея накладываю поверх тесьмы декоративную ленту со стразами. Посмотреть, как я декорировала эту деревянную подставку, можно на моем канале, ссылка вверху. Подставка и яйцо соединены вместе, некрасивый шов закрыт, и теперь я буду приступать к работе с лепниной. Для начала всю лепнину я окрашу акриловой краской цвета сусальное золото, и чтобы не измазать свое рабочее место, я подложила вот такую картонку. Краска уже на лепнине подсохла, и теперь ее можно украсить поталью. Поэтапно с помощью кисточки буду наносить клей ПВА на лепнину, а затем сверху накладывать поталь. И с помощью другой кисточки буду поталь разглаживать по поверхности. Так, поталью я задекорирую всю лепнину и оставлю на некоторое время подсохнуть. Советую сушку по времени выдержать хотя бы 6 часов. Лепнина задекорирована поталью, далее я ее отправляю сушиться, и только после того, как она подсохнет, с помощью кисточки я ее почищу, то есть уберу лишнюю поталь. Пока лепнина подсыхает, задекорирую яйцо цепью со стразами золотого цвета шириной 2 мм по краю декоративной ленты с лицевой стороны яйца. Все готово для дальнейшей работы. Примерно так я хочу расположить лепнину на пасхальном яйце.
Хочу дать маленький совет по поводу переноса узора на само изделие. Я делаю точно так же и с узорами на елочных игрушках. Сначала я примеряю некоторые детали узора на само изделие и всегда стараюсь сделать хотя бы примерный узор на ровной поверхности. Так вам будет проще и легче, и картинка быстрее сложится в голове. А вот эту лепнину я хочу расположить снизу яйца с лицевой стороны. И, конечно, декорировать яйцо помимо лепнины я еще буду стразами в цапах. И, как всегда, я сначала проклеиваю верхний ряд из страз для того, чтобы определить середину на пасхальном яйце. В этом варианте декора я буду использовать только одну стразу в форме овал. Клеить всю лепнину и стразы буду с помощью клея B6000 либо клея B7000. И еще хочу дать ответ на несколько комментариев, а точнее просьб. Попросили меня указывать размеры всех страз, не только маленьких, для того, чтобы повторить узор, как у меня. Я с удовольствием поделюсь с вами этой информацией, подготовлю отдельный видеообзор на эту тему. На каждый узор пасхального яйца, который я вам показывала, распишу количество, форму и диаметр страз. Почему отдельным видеообзором? Потому что всю информацию нужно будет собрать воедино и донести до вас. Я постараюсь подготовить этот видеообзор в ближайшее время, так как поделиться с вами одним видеообзором у меня занимает примерно съемка 2 дня, также еще в это время входит монтаж и мои заказы. И пока я тут болтала, узор из лепнины сверху готов, и теперь осталось приклеить лепнину на низ яйца. Пасхальное яйцо на подставке почти готово, осталось его задекорировать стразами различной формы и диаметра, также украсить его с обратной стороны. Начну декорировать яйцо снизу, буду украшать эту лепнину стразами диаметром 4 мм и 2 мм. Когда клею такие мелкие стразы, клей наношу сразу на бархат, на то место, где будет декор. И клею я всегда такие стразы с помощью стилуса, с ним легко и удобно работать. Думаю, процесс работы вам понятен, и далее в видео поделюсь уже готовым результатом. И вот такая красота уже получается, и теперь я буду двигаться от низа к верху. Выкладу узор из страз в цапах посередине пасхального яйца. Использовала в середине узора только 3 стразы формы капля, овал и прямоугольник. Далее этот узор я задекорирую маленькими стразами и также украшу стразу вверху. И далее поделюсь с вами уже готовым результатом. И вот такой получился у меня узор. Единственное, в этих местах он получился какой-то незавершенный. Поэтому сюда я тоже добавлю стразы. Ну что же, теперь мне все нравится. Узоры получились завершенными. И лепнина со стразами отлично сочетается. На обратную сторону пасхального яйца я уже тоже добавила лепнину вот такого плана. Осталось ее задекорировать только стразами. И в качестве декора я выбрала стразы диаметром тоже 2 мм и 4 мм. Далее поделюсь с вами полностью готовым результатом. Я очень надеюсь, что такой вариант декора пасхального яйца вам понравился. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в комментариях. Буду ждать обратной связи. А на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. Все полезные ссылки будут в описании под видео. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!